вами Солнышко. Думаю, многие из вас в новом году хотят, ну или, возможно, захотят создать канал по котам-воителям на Ютубе. И, конечно, когда я сама все это дело начинала, мне нужны были видео о том, как же все-таки начать. Но, к сожалению, подобные видеоролики не затрагивают многие аспекты, характерные именно для роликов по котам-воителям. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как начать вести КВ-канал. По большей части, конечно же, о том, как создать хорошего маскота. Тут не будет базовых слов о том, как выбрать окрас, шерсть, ну и так далее. Мы разберем то, как вдохнуть жизнь в персонажа. То есть сделать его не плоским, а именно такой, ну, устоявшейся личностью, что ли. Поехали! Сегодня у нас такой непривычный формат, потому что я говорю с вами один на один, и у меня нет какого-то заготовленного сценария, поэтому, понятное дело, что я могу заикаться или как-то оговариваться, вы на это внимание не обращайте, как бы пытайтесь вникнуть. Итак, почему, собственно, маскот важен? Есть такие три этапа, которые, ну, присущи каждому блогеру. А далее уже идет такой путь, который у каждого свой. И важно вот в эти три пункта, короче, главное хорошо начать. Это самое базовое. И первый пункт — это создание, собственно, персонажа, маскота. У многих, конечно, это будет, ну, не главное, собственно, потому что, возможно, вы захотите говорить от своего лица, то есть не от лица, ну, допустим, как я от лица Солнышки говорю, вот. Но все равно, как бы, это какой-то такой, что ли, такая обложка вашего канала, которая будет привлекать людей. Поэтому я все-таки советую маскота создавать. Далее идет выбор того, о чем же снимать, собственно. Это уже дело каждого, и, конечно же, это тема для отдельного видеоролика. Собственно, по КВ это могут быть различные теории, обзоры книг, там, ну, такое что-то. Ну вот, допустим, ну, чисто несколько идей, просто чтобы вы знали. Я думаю, ну, это могут быть всякие, не знаю, обзоры приложений по котам-воителям, ну, и, собственно, такое. Далее вы уже загружаете видео на ютубе, и вот с первого видео начинается такой, как бы, путь, когда вы пытаетесь додумывать какую-то подачу особенную, какие-то свои фишечки. То есть, допустим, ну, там, не знаю, какое-то особое завершение видео, допустим, не всем пока-пока, а вот вылетают какие-то видеоролики новые, вы советуете, или, допустим, у вас в конце видео реклама. Ну, такое тоже может быть. А далее уже идет там ваша первая $1000 заработанная, ну и тому подобное, собственно. Ну и вы уже тут популярите суперский. Вот КВшник номер один, и вот такие вот салютики уже вам идут. Короче, молодцы. Вот. И как же все-таки создать персонажа и не оплошаться, как бы? Конечно, тут я не буду говорить о том, что важно подбирать какие-то супер крутые цвета, они должны быть противоположные, вот этот круг цветовой. Как бы понятно, что если вот есть красный и зеленый, то он будет красиво сочетаться, потому что они как бы противоположные, да. И вы можете, допустим, сделать зеленого кота с красными глазами. Но это как бы уже, ну, это не важно. Все равно окрас даже, ну, не вдыхает в персонажа жизнь, как будто бы. Можно, конечно, сделать вот такой вот контраст по типу, это, ну, условно, вот звезда ЦАП и Бич. То есть, вот, допустим, есть у нас какой-то мускулистый такой котик, но он такой вот няшка, добрячок, ну, вот типичные, знаете, такие приколы на контрасте. Вот это, типа, два приспешника главного героя, вот. Ну, он вот такой вот добренький весь, классненький, вот вы его затискать хотите, он вас тоже. А вот это вот, допустим, кровоплющ. Да, забыла сказать, я записываю этот ролик уже второй раз, поэтому у меня вот тут вот пометочки уже есть. Обращайте внимание. Вот, кровоплющ такой маленький, с таким вроде бы миленьким вот этим вот ошейничком, как у рыжика, а у него вот, допустим, кровь тут. Ну, короче, это вот из чади ада буквально.
Он вот всех ненавидит, всех отменяет, собственно. И вы как бы можете сделать фишку вот какую-то свою. Главное, что в видео, это вызывать у людей яркие эмоции. Неважно, положительные или отрицательные, они должны быть яркие. То есть вы можете сделать фишку свою в том, что вот, допустим, у вас персонаж вот никому не здрасте, и он на все комментарии отвечает, типа, да, типа, я знаю, что я такой крутой, да-да, и все будут понимать, что это как бы рофл, да, как будто бы, ну, потому что, ну, вот это лучше, наверное, все-таки обозначить в описании канала. Вот я думаю так, потому что, ну, многие люди действительно не будут выкупать, будут вас хейтить. Вот, а многие, наоборот, выкупят, как будто бы. Далее, предположим, давайте сразу на ситуации. Вот, вы уже определились с тем, что снимать, уже как бы, ну, подачу еще тоже не поняли, и вот у вас еще неизвестен вот какой маскот. Собственно, вы, допустим, хотите снимать теории, вот, у вас классные теории по котам-воителям, вот хочется миру рассказать, но вы, допустим, заика, заикаетесь, допустим, вот так вот. Вот, у вас есть как бы уже две своих характеристики. Вы хотите снимать теории, и вы заикаетесь. Ну, бывает такое, в первый раз включаете микрофон, и все как бы, ну, ну, бывает. У меня вот сейчас такое. Мне непривычно говорить без сценария. Итак, что же делать? Ну, то есть, понятно, что до того, как вы заикаться перестанете, ну, если вообще перестанете, у кого-то, может быть, это и не пропадет. Это тоже абсолютно нормально. Вот у меня такое 2 года уже снимаю, все никак заикаться не могу перестать. Вот. И что же вот делать? Ну, вы хотите вот рассказать вот эти ваши теории, они прям классные. И вот у нас есть 3 кота. Вот. Коржик, карамелька и компот. Просто вот обычные белые коты. Ну, вот это пират, пока не обращайте внимания, что он пират, просто тоже белый кот. Собственно, ну, погнали. Вот у нас первый кот. Вы боитесь говорить на камеру. Он у нас такой, ну, заучка, да? Вот сделаем ему очочки, типа кот ученый, да? Вот, и он, его, допустим, в школе чмырят, булят. Ну, допустим, ладно, если у нас КВ вселенная, то давайте вот будем по КВ говорить все-таки. Вот, понятно, что вы можете сделать, что у вас персонаж не в котах-воителях в вселенной. Это тоже абсолютно нормально. И он вот, допустим, ну вот в КВ, конечно, не особо много таких вариантов, поэтому, ладно, давайте все-таки, ну, как обычно. Вот, у него, допустим, очочки, и он вот, допустим, по ночам пишет теории, типа котам-воителям. Вот. Днем его, конечно, бьют, естественно, в школе, а вот ночью он вот под полной луной такой вот весь загадочный человечек. Он у нас пишет романы свои. Вот теории по котам-воителям. Вот. Что мы можем сделать? Как будто бы уже понятно, что он, ну, если его чмырят в школе, и ваши зрители, допустим, об этом знают, то понятно, почему он заикается, да? Ну, его обижают в школе. Его, если этот канал найдут, то все, он труп. Вот, даже ему можно вот шрамы сделать, стекло уже такое пошло. Вот, собственно. Ну, вот такой обычный ботаник. Вот. И как будто бы мы уже вот то, что вы заикаетесь, мы вот уже пристроили вот так вот к этому персонажу. И теории как будто бы тоже подходят. Что дальше делать? Как будто бы вот уже персонаж такой не плоский, необычный там, вот, допустим. Вот вы могли спутать вот этого кота со снежком вполне. А тут уже как будто бы не снежок. Вот, далее. Как можно обыграть вот эти очки? Как будто бы, вот довольно странно, да, у кота очки. Но в каком-то видео действительно можно это обыграть. Вот, допустим, ну это не просто предмет, а такая ассоциация. Вот мы потом об этом поговорим, сейчас не об этом. Вот у него очечки. И мы сделаем их как бы не просто так. Давайте в каком-то видео, допустим, он их потеряет. Все, нет очечков. И он вот все вот это видео на протяжении всего тайминга, он будет вот так вот щуриться. Вот. Вот так вот щуриться, что вот так вот рассказывать, как тот кот. Вот. Вот так вот. Очечки потерял, все уже такой, ничего не видит.
Вот, и он даже говорит: ребят, у меня типа тут я очки потерял, ничего не вижу, так буду щуриться, вы внимания не обращайте. Тут он как будто уже такой опасный, да? Смешной. Вот. А в следующем видео он уже их найдет. И он такой: ой, ребят, все, я нашел очочки, классно. И вот мы проводим уже параллель, что вот у этого кота очочков, ну как бы, они ему нужны, потому что он без них не видит. Он в одном видео нам сказал, что он потерял очки, понимаете? Ну, то есть уже есть какая-то ассоциация, и мы не можем вот этого кота без очков представить, ну никак, потому что он без них не видит. Ну, то есть мы обыграли какую-то действительно жизненную ситуацию. Я ношу очки. Без очков я тоже буду щуриться. Если в каком-то видео я их сниму, я буду щуриться. Как бы, и вы поймете, что я их ношу, ну, не просто так. Далее. Допустим, мы все еще снимаем теории по котам-воителям, и мы все еще заикаемся. А тут у нас уже другой кот, допустим, вот с зелеными волосами и зеленым хвостом. Вот так вот бахнем. Вот, и он у нас хулиган. Такой вот жесткий. Он всех булит в школе. Вот он его булит в школе, допустим. Вот, и он тоже пишет теории по котам-воителям. Вполне. Ну, никто об этом, естественно, не знает, только он пишет их не ночью, когда он, ну, ночью он еще спит, понятное дело. Он пишет их днем. Вот побил кого-то в школе и пошел теорию писать на уроке математики. Ну, тоже бывает такое. Вот, как здесь обыграть заикание? Если вам, ну, вот прям хочется сделать вот какого-то подобного панка, вот, но вы заикаетесь, ну, прям реально. Вот, вы можете сделать своей фишечкой какие-то такие слова, которые, ну, вот никто не использует, типа кринж, рофл, вот эти вот кринжовые имена какие-то, слова. Вот, скуф, допустим, такое. И вы как бы говорите с самого начала, типа, хай-хай, с вами Ивангай, ну, условно, допустим. Я не придумала сейчас еще вам вступление, извините. Вот. Сегодня, короче, ребят, ну, я тут начала снимать, значит, по котам-воителям теории. Если интересно, ну, послушайте. Вот. Если нет, как бы валите с канала, как будто бы. И все сразу поймут, что это, ну, прикол какой-то такой, ну, люди выкупят по-любому. Особенно если сделать, типа, описание канала в таком же стиле. И обложки будут в таком же стиле, типа, вот я такой недовольный, но расскажу вам про теории по котам-воителям. Вот, все выкупят. И заикается, потому что, ну, неуверенный в себе человек. Ну, бывают хулиганы, они все такие, тоже неуверенные в себе. Вот, а он еще занимается такими, ну, ботанскими вещами, как будто бы. Строит теории по котам-воителям. Ну, какой хулиган будет этим заниматься? И понятно, он тоже от своих кентов, как бы, ну, как будто бы о людях говорю, честно. Он, ну, не ожидает, если кто-то найдет его канал, его же тоже будут чмырить, он будет вот как он, ну, буквально, они все вот будут равны. И потом мы можем сделать условно какой-то, ну, вот тоже важная деталь такая, это рост личностный, понятное дело. Вот, допустим, он будет, ну, допустим, ладно, вы создали 2 канала, вот вы, допустим, ваша подруга, вот. И потом вот этот кот, со временем, допустим, вы перестанете заикаться, и он уже будет смелее. И он уже такой: ой, привет, ребята, сегодня мы поговорим там о теории, почему у нас белогривка белая. Это моя авторская теория. Я вот сейчас вам расскажу. Вот. Ну, как бы, ну, то есть вырос человек. То есть он уже не заикается, так: привет, ребята. Вот. И этот, допустим, перестал заикаться. И перестал там чмырить своих одноклассников. Вот перекрасился. Он теперь не зелеными волосами, у него только хвост зеленый. Вот. То есть тоже вырос кот. И уже перестал так много использовать. Теперь только вот скуф использует слово. Ну, то есть тоже, если вы, допустим, с подругой устроили, ну, вот такой, захотели стать блогерами вдвоем, вы можете сделать так, что этот сначала ненавидел вот этого,
А потом вы помирились, и теперь вы снимаете коллабу. Ну, тоже мило, как будто бы. Ну, вот, сразу видно, да? Как будто бы вот белые коты были. Сейчас они абсолютно разные, хотя снимают одно и тоже заикаются. Далее, у нас есть какой-то вот пират, допустим, тоже. Вот. У него, ну, он тоже заикается, потому что, ну, допустим, вот потому что по морям много плавал, много котов-воителей видел, и, ну, допустим, ему, лапу оттяпали. Тоже бывает. Вполне. Жиза. Вот, лапу оттяпали, она у него теперь деревянная. Ну, это, если что, не из грязи, просто деревянная лапа. Вот, я не умею рисовать деревянные лапы. Вот. И он тоже заикается, тоже снимает теории по котам-воителям. Только у него они в стиле типа: ой, ребят, я тут многое повидал. Сейчас вам все расскажу. То есть типичный такой дядька, вот, который там любит рассказывать. Вот дедушка, который любит рассказывать истории из жизни. Вот. Только преподносит это вот, ну, теории по КВ, он преподносит как истории из жизни. Вот тоже такая интересная подача. И таких подач можно использовать, ну, вообще. То есть, понимаете, вот окрас вообще по большей части значения не имеет. Ну, то есть мы добавляем какие-то детали по типу очков, там, шляпы вот этой вот. Но, по сути, какого вы персонажа слепите, потом он может менять окрас, ну вот хоть на черный вообще, вот может в синий перекраситься, потому что, ну, дед так хочет, он на пенсии, вот в синий перекрасится, и будет у него хвост синий тоже, вот, суперский дед, вот еще жопа у него синяя будет, бачки, извините, вот, тоже ему никто не мешает краситься, и вам никто не мешает менять окрас, или Оску тоже. Ну, просто придумайте, что с этим случится, допустим, он там уйдет в колледж уже, все, не до теории ему. Вот. И вот что еще хочется обсудить, это какие-то ассоциации с предметом. Зачем они нужны? Допустим, так, давайте тест. Вот у нас есть Сонушка, которая хочет кушать. Что вы ей предложите? Давайте, 5 секунд на размышление. Понятное дело, что это будет компот. Ну вот кто долго меня смотрит, тот знает. Сонушка любит компот. Как связан компот с котом рыжим? Ну вот никому не известно, даже мне на самом деле неизвестно, просто так получилось. Вот. Как создать вот эту ассоциацию? Это то же самое, что с очками. Вот у этого кота ассоциация, мы уже ассоциируем его с очками. Вот. У этого, допустим, давайте сделаем лимон. Почему лимон? Ну, объясню, короче, он же плавает у нас, а многие пираты, они страдают цингой. Ну вот, и он капец как любит лимоны. Вот он на берег приходит, а у него вот лимонов куча, вот. Он любит лимоны. Это тоже надо обыграть. Типа он в каком-то видео такой: ребята, ща, и хрусь лимон. К чему это было? Ну, как будто бы вообще ни к чему, да? Записывал вроде какую-то теорию, раз лимон откусил. Странно, да? Но как будто бы вот из-за таких мелочей и складывается вот это вот представление, вот по лесенке как бы идем такой вот, и складывается ощущение такое, что, ну, персонаж живой, ну, вроде рассказывал тебе теорию, как будто бы, ну, обычный кот, да, ну, кто не использует кота как маскота, а он раз лимон откусил, ну, уже странно, да, вот, а этот, допустим, арбуз, вот у него будет кликуха арбуз. Почему? Ну, потому что он зеленый весь. Зеленый, и вот, допустим, глаза у него будут красные. Если уж на то пошло. Ну вот, арбуз. Тоже. Ну вот, допустим, можно его еще вот так вот обыграть. Типа, вот у него глаза голубые, а вот когда он злится, они у него становятся красными. И все его тогда арбузиком называют. И вот если вы это как-то обыграете, то все, ой, все желтое, то все это будет вообще суперски. Короче, главное показать, что персонаж неоднозначный.
То есть это личностный рост, понятное дело, это какая-то ассоциация с предметом, и желательно какой-то лор. Что такое лор, если кто не знает? Лор — это предыстория персонажа, то есть что, ну, с ним было до. Типа, допустим, вот его в детстве обижали, потом он вырос, начал других обижать, но при этом у него осталось вот что-то человечное, он котов-воителей читает, и он делает теории по котам-воителям. Ну вот как будто бы обычный лор, ну как бы, по-моему, вот такое, как будто бы, ну, базовое. У многих персонажей, типа, вот, у них родители друг друга ненавидели, и они теперь всех ненавидят. Но вот он, допустим, его Арбузик зовут. Арбузик. Миленько. Уже миленько. Ну, то есть это вот то же самое, вот, что вот Кровоплющ, типа. Нет, то же самое, что Пушок. Вот он такой вот на вид не очень такой, ну, вот, массивный, вот это вот, вроде бы даже никого не любит. Но потом, когда узнаешь его, ну, он действительно Пушок. А этот действительно Арбузик. Ну, бывает такое, хулиган. Ну, ничего, потом вырастет, перестанет быть хулиганом. Вот. И вот на этом, как бы, ну, это такое базовое, как будто бы. Ну, то есть не надо как-то углубляться. Понятное дело, что, ну, для начала, для первого видео просто покажите персонажа. Покажите его манеру общения. И уже от манеры общения идет и ассоциация, и какая-то подача особая. Подача особая должна быть не обязательно с первого видео. Она должна быть, вот как вы ее найдете, так ее и вводите, как бы, в видео. Просто важно, чтобы, ну, не только должен быть контент классный, понятно, что контентом, ну, можно вывозить, но если вы вывезете именно маскотом, то это будет в разы лучше. Ну вот. Короче, вроде все, что хотела, я сказала. Я надеюсь, вам было полезно, и я еще не слышала, я, наверное, много заикалась, понятное дело. Вот. Ну, я думаю, вам понравилось, это было вроде бы даже полезно. Ну, кому-то точно будет полезно. Ну, если хотите, можете там на канал подписаться, никогда не прошу, но можете, в принципе. Не заставляю. Ладно. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока!